Приветствую вас на нашем канале. Сегодня нам предстоит большой и насыщенный разными событиями информации разговор. Он не был бы возможен без документов, которые стали доступны. Как мы уже знаем, что планета Фаэтон была разрушена силами гравитации Юпитера. На планете Фаэтон находилась высокоразвитая цивилизация, которая существовала миллионы лет и достигла безграничных возможностей по управлению силами природы. Но, к сожалению, они не смогли сохранить свою планету. На тот момент у них не было возможности избежать разрушения планеты от силы притяжения планеты Юпитер. Но давайте вернемся к теме нашего разговора и по порядку попытаемся разобраться с той информацией, которая сейчас стала доступна. Земля и земляне переживают непростые времена, а точнее мы погружаемся во времена, которые земляне уже переживали. И это время Средневековье. Но не подумайте, что мы пересядем на лошадей и устроим церковную инквизицию. Нет, это будет несколько другая, но не менее циничная система, основанная на главенстве законов насилия со стороны государств и безграничного непонимания друг друга. Будут формироваться люди-роботы, которые власти государств будут использовать как одноразовые салфетки, вытерли пыль и выбросили. Будет создаваться система транснационального управления, станет навязываться физическая чипизация и компьютеризация живых людей. Демократические свободы и права заменят всеобщим контролем и лишением людей права голоса под благовидными предлогами. Будут внедряться генетические инъекции, которые будут разрекламированы и навязчиво внедрены. Каждая группа людей будет получать свои инъекции. Данные препараты будут изменять людей и создавать определенные классы рабочих, служащих и управленцев. Отбор будет происходить в детском возрасте, и изменить свою жизнь они уже не смогут. Я немного отошел в сторону от основной темы, но я не просто так затронул тему, которая может показаться не совсем контактирует с нашим разговором, но это только на первый взгляд. Дело в том, что Земля в скором времени может превратиться в место не совсем комфортного проживания. И многие государственные и финансовые круги озабочены проблемами на нашей планете. Климат стремительно изменяется и растет количество людей. В прошлом году население Земли достигло 8 миллиардов человек. Человечество почти достигло максимального количества людей, которое может комфортно и долго содержать планета Земля. Если ничего не предпринять, то в скором времени в мире не будет хватать продовольствия и воды. Начнутся конфликты и войны за плодородные земли и водоемы с пресной водой. Сейчас уже проблемы с голодом и нехваткой воды стоит во многих регионах нашей планеты. Илон Маск и другие влиятельные круги не просто так пытаются продвинуть свою идею по заселению других планет. Правда, пока разговор идет только о Марсе. Так как по информации, которой обладает современная наука, этот проект может оказаться максимально простым. Но как бы кому-то не хотелось, человек пока не сможет покинуть нашу планету и через большой космос отправиться к другим планетам. Для человечества установлен запрет на посещение других планет. Существует масса непреодолимых смертельных преград для человеческого организма и психического равновесия. Даже если представить, что человечество, добившись технологического прорыва, сможет преодолеть барьеры физических ограничений и высадиться на другой планете, они в течение короткого времени потеряют разум и адекватное восприятие реальности. Земля и энергетическое поле поддерживают человеческий разум в том относительно стабильном состоянии, в котором он и функционирует. Этому есть подтверждение во сне и так называемых артефактных видениях космонавтов, находящихся долго в космосе. По некоторым данным, они неожиданно переживают психологическую трансформацию, как будто кто-то сверхъестественно вселяется в их разум, и они начинают ощущать себя другим существом, слышат голоса каких-то людей и существ, посещают другие планеты, видят другие эпохи и неизвестные миры. Эти загадочные явления называются эффектом Солярис. Кто читал книгу Лема или смотрел фильм Тарковского, понимает, о чем идет разговор. Человеческое сознание находится в информационном поле Земли, и чем ниже человек находится, тем меньше он получает информацию в свое сознание. Чем выше поднимается, сознание начинает очищаться и получать больше энергетической информации. А в космосе проходит грань разделения земного и космического. Поэтому трудно представить себе, что будет видеть человек, очутившись в далеком космосе. Скорее всего, он потеряет рассудок от информации, которую неподготовленный мозг не сможет обработать. Уровень знаний не может превысить порог внутренней духовности. Только не нужно путать духовность с религиозным фанатизмом. Всем известно, что под знаменами крестовых походов
вырезались целые города. Средневековая инквизиция творила массовые убийства и сожжение женщин на кострах, обвиняемых в колдовстве, по ложным доносам горожан. Люди привыкли избавляться от того, что они не могут понять. Сколько ученых и выдающихся врачей попали под гонение и даже уничтожение. Но вернемся к Маску и его проекту заселения Марса. Что тянет на Марс его? В одном своем интервью он заявил, что готов потратить все, что у него есть, ради этого проекта. Понятно, тяга к исследованию и то, что это самая близкая планета с предполагаемыми климатическими условиями, максимально близкими к земным. Хотя это немного неточная информация. Есть в нашей Солнечной системе места, в которых, как ни парадоксально, условия лучше даже, чем на Земле. Но сейчас мы не будем затрагивать эту тему. На Марсе есть как минимум 3 основных фактора, которые не дают спокойствия ученым и некоторым влиятельным кругам. Первое – это то, что на Марсе есть громадные подземные сооружения, в которых находится много загадочного и фантастического. В подземных, так называемых марсианских городах находится оборудование и установки с технологиями, которые нам незнакомы. Эти технологии оставлены жителями погибшей планеты Фаэтон. Второй фактор, который также не менее важен для людей, это то, что на планете Марс срок жизни людей может составлять не менее 250 лет. Человек, если сможет попасть на Марс, энергетически, физически переключится на другой уровень существования. Процесс старения на Марсе замедлится. Это может показаться фантастикой, но давайте вспомним Библию. Сколько жили наши далекие предки? Например, Ной прожил 950 лет. Но об этом временном феномене поговорим несколько позже. И третий фактор – это подземные озера вещества, свойства и мощь которого перевернет все представления о энергии. Это вещество представляет некоторый концентрат. Свойства его откроют человечеству дверь в мир бесконечных энергий и позволит создавать космические корабли, способные преодолевать громадные расстояния за сверхкороткие промежутки времени. Это вещество с технологиями, которые хранятся в подземных городах Марса, способно перевернуть все познания современной науки, и человечеству позволит сделать громадный технологический скачок. Вспомним древние индийские книги, в которых говорилось о некоторых летающих объектах под названием Виманы. Но не только в Индии есть упоминания о летающих объектах, но и в других уголках Земли много упоминаний о них. Давайте вспомним Розуэллский инцидент в США, в результате которого военным в руки попала практически целая летающая тарелка с неживыми существами на борту, с серым цветом кожи, вытянутыми черепами. Их чаще всего называют серыми. Военные ученые смогли что-то восстановить, но запустить тарелку и разобраться в том, что заставляет ее отрываться от поверхности и летать с огромной скоростью, выполняя маневры, которые противоречат всем знаниям современной науки и инженерии, они так и не смогли. Так как они не нашли энергетическую установку, а точнее не смогли ее идентифицировать, а также не смогли найти топливо, которое питало этот объект. Вещество, которое хранится на Марсе, обладает огромной энергией, и хранение данного вещества не может происходить в обычных земных условиях. Но, к сожалению, попав в руки современным людям, это вещество позволит создать оружие невероятной силы и возможностей. Это может привести к преждевременной гибели всей земной цивилизации, так и всей Земли. Данное вещество есть и на Земле, и хранится в сосудах, недоступных хранилищах под аравийскими песками. Сосуды были доставлены на Землю для древней индийской цивилизации, которые без труда могли летать на своих виманах в воздухе. Но получив это вещество, индийские правители поняли, как использовать это вещество в виде разрушительного оружия очень большой силы. В древней индийской книге Махабхарата это оружие называлось «железной молнией», и был конфликт между несколькими правителями с использованием этого оружия. Это указано в древних индийских книгах. Конфликт зашел так далеко, что стало угрозой уничтожения всей древнейшей индийской цивилизации, а может быть и всей Земли. В этот конфликт вмешались оставшиеся на Земле фаэтонцы, которые были вынуждены применить антивещество для того, чтобы остановить уничтожение всей земной цивилизации. Был уничтожен дворец с правителем с помощью антивещества аннигиляционным взрывом. После этого все правители уничтожили железные молнии, а останки его затопили в море. Фаэтонцы забрали сосуды с веществом и надежно спрятали в хранилище в Аравийской пустыне. Но вернемся к Марсу. Но сначала уделим несколько слов нашей Солнечной системе. Все планеты Солнечной системы связаны друг с другом и находятся в некоторой планетарной цепи, которая распределяет планеты по некоторым классам. Марс и Меркурий не относятся к семеричной системе цепи, в которой находится Земля и некоторые другие планеты.
Но одна планета, к сожалению, выпала из этой цепи, и эта планета Фаэтон. И в связи с этим было нарушено непрерывное течение развития устойчивости Солнечной системы. Это знали и фаэтонцы, которые, покидая Солнечную систему после гибели их планеты, предприняли меры для возрождения их погибшей планеты. В нашей Солнечной системе происходит окончание громадного строительства и модернизации, и скоро мы будем свидетелями масштабных изменений в нашей системе. Увидим своих создателей. Также нам предстоит увидеть возрождение планеты Фаэтон. На месте, где существовала планета Фаэтон, существует некое энергетическое поле, связанное с Юпитером. В этом поле время течет по другим законам, и все живые существа там могут существовать практически вечно. Весь космос существует в едином источнике энергии, из которого этот лучистый свет проливается на все, что существует в бесконечности. Мир и человек состоит из 7 энергий и подчиняется 7 законам бесконечности. Жизнь, пространство в нашей Солнечной системе можно представить следующим понятным способом. Если человека поместить в небольшое герметично закрытое помещение, он не сможет долго в нем существовать. А теперь представим человека, который находится в горах. Он потребляет чистый воздух и энергию, хотя с уменьшением количества кислорода. Но несмотря на это, он дышит максимально чистой энергией. И поэтому у людей, которые живут в горах, чаще встречаются долгожители. А люди на равнинах или в низинах потребляют используемую энергию нашей планеты, и долгожители встречаются намного реже. Но все равно люди, живущие на равнине, и люди, живущие в горах, имеют срок жизни примерно одинаковый, плюс-минус 20-30 лет. Все жители Земли находятся в так называемом замкнутом сосуде атмосферы и потребляют энергию, которую уже использовала планета Земля. И поэтому срок жизни людей резко ограничен. Вот и в Солнечной системе происходит то же самое. Чистая энергия находится на границах Солнечной системы, но с небольшой оговоркой. После Юпитера начинаются изменения всех законов. Создается парадокс пространственного отражения энергии. Но сейчас мы не будем заострять на этом ваше внимание. Так вот, чем ближе мы продвигаемся к Солнцу, энергия становится используемой более грязной. И поэтому жизнь на всех планетах для, например, человека будет изменяться. Ближе к Солнцу жизнь короче, дальше от Солнца жизнь дольше. Вот один из факторов, который переселенцам на Марсе предстоит испытать. Это увеличенный срок жизни примерно до 250 лет. Но вернемся к Фаэтону. Примерно 60-70 миллионов лет назад произошла катастрофа с разрушением Фаэтона. Это трансформировало Солнечную систему и разбалансировало циклы вращения двух планет – Марса и Земли. Для восстановления стабильности вращения планет 4,5 миллиона лет назад к Марсу и Земле были добавлены спутники. Марсу понадобилось добавить 2 спутника – Деймос и Фобос. К Земле была добавлена Луна. Спутники Марса были транспортированы из пояса астероидов, из крупных остатков разрушенной планеты Фаэтон. С Луной все обстояло намного сложнее. Подходящих обломков в поясе астероидов не было, которые могли подойти для роли спутника Земли. Луна была доставлена с дальней орбиты. Фаэтонцы использовали ее для своих нужд в научных и технических целях. Но после эвакуации фаэтонской цивилизации данный космический объект стал не нужен. И Луну доставляли очень долго, изменяя орбиту, и, наконец, 4,5 миллиона лет назад Луна заняла свое привычное место на нашем небосводе. Можно задать вопрос, а зачем нужно было проводить такие сложные проекты с тем, чтобы обеспечить Марс и Землю спутниками? Но дело в том, что нарушилась стабильность вращения планет. Марс стал безжизненным, а на Земле динозавры вымерли от падения астероида от погибшей планеты Фаэтон. А оставшиеся живые существа уже адаптировались к измененным условиям жизни. Но не так все оказалось просто. За счет того, что орбиты Марса и Земли сместились, появилась опасность, что через несколько миллионов лет Марс и Земля столкнулись бы. И тогда начался хаос в Солнечной системе. Венера и Меркурий, получив удары от осколков Марса и Земли, потеряли свои и так не очень устойчивые орбиты. И через некоторое время сначала Меркурий врезался бы в Солнце, а затем и Венера упала бы на Солнце. Юпитеру, скорее всего, ничего не грозило за счет его больших размеров, но орбита в какой-то степени сместилась бы тоже. Известно, что даже в настоящее время проблемой является Меркурий. Он в резонансе имеет связь с Юпитером и может изменять свою орбиту. Меркурий может упасть на Солнце, может столкнуться с Землей или Марсом. Или, в лучшем случае, изменить их орбиты, и тогда Солнечная система станет другой. С Солнцем катастрофического ничего не произошло бы, но Венера и Марс добавили бы топлива в солнечную плазму, и тогда начался бы период супервспышек, длившийся миллионы лет.
Поэтому и были предприняты такие сложные проекты по добавлению спутников Марсу и Земле. Как удалось оставшимся фаэтонцам выполнить такой сложный проект, это одним им только и известно. Но фаэтонцы сохраняли Солнечную систему еще для того, потому что они не планировали покидать нашу систему навсегда. Перед ними стояла задача вернуться через некоторое время домой. Вот мы и подошли сейчас к самому главному, о чем мы сегодня с вами начали разговор. Возвращение фаэтонцев. Вернемся назад, в прошлое, 67 миллионов лет назад. До гибели планеты Фаэтон оставалось несколько фаэтонских лет. Основная эвакуация была практически закончена. Оставались только группы, на которых была возложена сложнейшая задача по сохранению Солнечной системы и созданию новой планеты. В свое время за орбитой Урана была найдена планета-спутник, которая уже начала покидать Солнечную систему. По размерам она была в 1,5 раза больше Фаэтона, в 5 раз больше Земли. Стояла задача переместить ее на стабильную орбиту и подготовить для дальнейшего возвращения фаэтонской цивилизации. Эта задача легла на несколько классов искусственных существ, созданных для этих целей. Одна из них – это многим известные анунаки, в задачи которых входила добыча необходимых материалов на всех планетах Солнечной системы. Ситчин не ошибался насчет шумерских записей, он просто сделал неверные выводы, и потому мы до сих пор не видим планету Нибиру. Эта планета подготовлена анунаками для фаэтонцев, и она скоро появится на нашем земном небосводе. Мы будем свидетелями окончания глобального строительства, которое длится миллионы лет. Другие существа были созданы для контроля земной цивилизации. Это так называемые серые, но они были перемещены на Землю позже, в то время, когда появилась у людей ядерная технология. Целью серых является следить за тем, чтобы человечество не смогло достичь технологий, способных уничтожить Землю, и следить за тем, чтобы человечество не смогло навредить Земле в катастрофических масштабах. Также они не дают возможности падения потенциально опасных космических объектов на Землю. Иногда им приходится забирать землян на свои корабли для того, чтобы проводить исследования. Часть людей возвращается, а часть людей забирают навсегда. С какой целью забирают людей, мы сейчас не будем разбираться. У серых задача любыми средствами не допустить гибели и разрушения Земли, даже если им придется избавиться от человеческой цивилизации. Серые – это не фаэтонцы, это ограниченное количество искусственных существ с полным отсутствием эмоциональной составляющей. Они не циничные создания, они просто поставлены выполнить свою миссию. Количество серых поддерживается на одном уровне. Они бесполые, с отсутствием привычных нам внутренних органов, но с очень развитым мозговым центром. Третий класс искусственных существ – это бестелесные энергетические существа, у которых нет ни тела, ни форм. Это высокотехнологичные, высокоорганизованные, концентрированные энергетические существа, которые, объединившись, могут принимать любую форму и размеры, трансформируя пространство и время. Перемещаются они со скоростью нейтрино, и сами они являются созданиями, состоящими из нейтринной плазмы. Хотя нейтринные конструкции по утверждению физиков не могут быть стабильны, но наша наука находится в самом начале пути познания законов и энергии мироздания. Этим созданиям подвластно все, что находится в Солнечной системе. Они могут пролетать сквозь плазму Солнца без всяких последствий. Их задача состоит в организации стабильности в Солнечной системе. Они находятся везде, их можно увидеть на кадрах фотографий и на камерах видеонаблюдения. Они представляют собой белые или слегка голубоватые шары, или что-то похожее на шары, хотя они могут принимать любую форму и размер. Эти существа беспрепятственно преодолевают любые расстояния и препятствия. Для них нет тайны, и они контролируют все, что представляет для них интерес, и у простых людей, и у властей. Если что-то выходит за рамки их видения, они подключают серых, которые имеют возможность воздействовать на любые группы людей более привычными методами. Но давайте вспомним о фаэтонцах. Что случилось с 7 оставшимися фаэтонцами, которые контролировали и развивали жизнь на Земле? Живы они? Есть ли у них потомки? Мы сейчас ничего не сможем сказать. Вся эта информация, которую я вам озвучил, была получена из записи шумеров, которые имели контакты с анунаками и вживую видели пролетавшую планету Нибиру. Или, как мы знаем сейчас, возрожденный Фаэтон. Ситчин правильно расшифровал древние записи шумеров, но не все смог обработать. Он увлекся планетой Нибиру и стал ее эксплуатировать. И очень много появилось последователей, которые начали пугать и назначать даты прилета планеты, которая, по их словам, грозила катастрофами и гибелью Земли. Но все не так. Землю человечеству и другим внешним силам не дадут разрушить, а планета Нибиру или Фаэтон
принесет человечеству только пользу. Планета сейчас уже начала свое движение к своему постоянному месту в Солнечной системе. На планете восстановлена атмосфера. И не зря говорили шумеры, что ануннаков на Земле интересовало золото. Да, золото. Они прибыли на Землю за этим металлом. На Земле золотых запасов было очень много, но основные запасы были отправлены на Нибиру или Фаэтон для удержания в равновесии созданной атмосферы. Это записано во множестве документов об ануннаках. То золото, которое на Земле осталось, это остатки тех громадных залежей, которые покинули нашу планету. Золото для Земли не являлось редким металлом. Его было на планете очень много, примерно как и алюминий. Получив необходимый металл, ануннаки улетели насовсем. Больше они не вернутся на Землю. Мы увидим результаты грандиозной работы. Яркий громадный объект, который появится в ночном небе и будет появляться на нашем небосводе каждую ночь. Глядя на изменившееся звездное небо, мы будем ждать возвращения фаэтонцев, которые сохранили Солнечную систему и изменят наш мир до неузнаваемости. Откроют много тайн и загадок. Нам откроется путь из далекого прошлого в очень далекое будущее. Если, конечно, мы сможем сохранить настоящее. Сегодня мир и климат на Земле подвергаются серьезным испытаниям. Нужно проявить благоразумие, сохранить нашу планету в мире, перестать уничтожать природу и людские ресурсы, которые были задуманы и созданы для процветания и развития, а не для деградации и уничтожения. Не нужно давать повод серым выполнить их драматический сценарий по очищению Земли от человечества. В нашем мире на протяжении веков происходит истребление себе подобных, и повсеместно уничтожается природа и сама планета. Нам нужно доказать, что мы можем не только разрушать, а также сохранять и созидать. Пора выходить из порочного круга средневекового угара, пока еще не поздно. На сегодня заканчиваем наш разговор. Если вам понравился материал, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего хорошего и до новых встреч!